Сегодня мы поговорим о том, что многие из нас ежедневно пьют, даже не задумываясь о последствиях. Речь пойдет о напитках, которые могут негативно влиять на здоровье простаты. Если у тебя диагностировали доброкачественную гиперплазию предстательной железы, ДГПЖ, или ты просто хочешь предотвратить возможные проблемы, это видео для тебя. Мы разберем 5 популярных напитков, которые, казалось бы, не несут в себе угрозы, но на самом деле могут усугубить симптомы ДГПЖ, от частого мочеиспускания до дискомфорта. Я не просто расскажу, что исключить, но и предложу вкусные и полезные альтернативы, которые поддержат твое здоровье. Почему это важно? Потому что здоровье простаты – это не только о комфорте, но и о качестве жизни. И иногда простые изменения в рационе могут сделать огромную разницу. Готов узнать как? Тогда давай начинать. Ты замечал, что стал чаще бегать в туалет, особенно по ночам? Или струя стала слабее, и приходится напрягаться, чтобы полностью опорожнить мочевой пузырь? Может, бывает ощущение, что не все вышло до конца. Эти симптомы знакомы миллионам мужчин, особенно после 40 лет. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ДГПЖ, распространенная проблема, при которой простата увеличивается и начинает давить на мочеиспускательный канал. В результате частые позывы, прерывистая струя, ощущение дискомфорта и даже боль. Но даже если у тебя пока нет проблем, расслабляться рано. Простата может увеличиваться годами, не подавая явных сигналов. А потом симптомы появляются внезапно и сильно ухудшают качество жизни. И что самое важное, твое питание и напитки могут либо ускорить этот процесс, либо предотвратить его. Ты можешь стараться вести здоровый образ жизни, но если продолжаешь пить определенные напитки, они буквально заливают масло в огонь, заставляя простату еще больше отекать и раздражаться. Поэтому давай разберем 5 напитков, которые могут вредить твоей простате, и что можно пить вместо них. Даже если у тебя пока нет проблем, эти советы помогут сохранить здоровье на годы вперед. Так какие же напитки вредят простате, а какие помогут сохранить ее здоровье? Некоторые из них ты точно пьешь каждый день, даже не подозревая о последствиях. Напиши в комментариях, есть ли у тебя проблемы с простатой или ты просто хочешь их предотвратить. Давай обсудим. Не забудь поставить лайк, так YouTube покажет это видео большему количеству мужчин, которым оно может спасти здоровье. А если тебя интересуют другие темы про мужское здоровье, у меня на канале уже есть видео о продуктах, которые вредят и помогают простате, а также о полезных напитках для ее здоровья. Обязательно посмотри их после этого видео, чтобы получить еще больше полезной информации. Смотри внимательно. Один маленький шаг сегодня может избавить тебя от больших проблем в будущем. Давай разбираться. Знаешь, что даже самый безобидный стакан молока может стать проблемой для твоей простаты? Цельное молоко, шоколадное молоко, молочные коктейли – все это может быть вкусно, но для простаты не очень полезно. Молочные продукты содержат насыщенные жиры, которые усиливают воспаление, и гормоны, которые могут нарушать гормональный баланс. Почему молочные продукты могут вызывать увеличение простаты? Молочные продукты содержат эстроген, женский гормон, который в избытке может стимулировать рост клеток простаты. Это приводит к увеличению простаты и усугублению симптомов ДГПЖ. Молочные продукты могут усиливать воспаление и способствовать увеличению простаты. Исследования показывают, что мужчины, употребляющие много молочных продуктов, чаще сталкиваются с проблемами простаты. Например, исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что высокое потребление молочных продуктов связано с повышенным риском развития рака простаты. Знаешь, почему в некоторых странах Азии проблемы с простатой встречаются реже? Одна из причин – низкое потребление молочных продуктов. Вместо этого в их рационе преобладают растительные продукты, такие как соя, которая содержит фитоэстрогены, полезные для гормонального баланса. Чем заменить? Овсяное молоко – это растительная альтернатива, которая не содержит насыщенных жиров и гормонов.
Овсяное молоко богато клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника, и витаминами группы В, которые улучшают обмен веществ. Рецепт. Овсяное молоко. Замочи 1 стакан овсяных хлопьев в воде на 2 часа. Смешай в блендере с 4 стаканами воды. Процеди через марлю. Добавь мед или ваниль по вкусу. Апельсиновый сок на завтрак? Не так быстро, если хочешь сохранить здоровье простаты. Апельсиновый, грейпфрутовый лимонад звучит полезно, но для простаты это может быть не лучший выбор. Такие соки часто содержат много кислоты и сахара, которые раздражают мочевой пузырь. Почему кислые соки раздражают мочевой пузырь? Кислые соки повышают кислотность мочи, что может вызывать дискомфорт и усиливать позывы к мочеиспусканию. Это особенно проблематично для мужчин с диагнозом ДГПЖ, так как усиливает симптомы. Кислые соки могут вызывать раздражение мочевого пузыря и усиливать позывы к мочеиспусканию. А если сок еще и с добавлением сахара, это двойной удар. Сахар усиливает воспаление, а кислота раздражает слизистую. Исследование, опубликованное в Journal of Urology, показало, что высокое потребление кислых соков может ухудшать симптомы ДГПЖ. Знаешь, что апельсиновый сок может быть полезным, но только если он свежевыжатый и разбавленный водой? Это снижает кислотность и делает его безопасным для мочевого пузыря. Чем заменить? Яблочный или грушевый сок. Эти соки имеют низкую кислотность и не раздражают мочевой пузырь. Они также богаты антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет и уменьшают воспаление. Рецепт. Яблочно-морковный сок. Нарежь 2 яблока и 2 моркови. Пропусти через соковыжималку. Добавь немного воды, если сок слишком густой. Газировка – это не просто пузырьки. Это настоящая бомба для твоей простаты. Лимонад, кола, энергетики – все эти напитки содержат углекислый газ, который делает их такими пузырчатыми. Но эти пузырьки могут быть коварными. Они раздражают мочевой пузырь и усиливают позывы к мочеиспусканию. Почему газировка вызывает вздутие и как это влияет на простату? Углекислый газ в газировке вызывает вздутие, что увеличивает давление на мочевой пузырь и простату, усиливая дискомфорт. Это особенно проблематично для мужчин с диагнозом ДГПЖ, так как усиливает симптомы. Газированные напитки раздражают мочевой пузырь и усиливают воспаление. Исследования показывают, что регулярное употребление газировки может повышать риск проблем с простатой. Например, исследование, опубликованное в European Urology, связывает высокое потребление газированных напитков с увеличением риска развития ДГПЖ. Знаешь, что первая газировка была создана как лекарство? В XVIII веке ее использовали для лечения расстройств желудка. Но сегодня она скорее вредит, чем помогает. Чем заменить? Вода с лимоном или мятой. Это освежающий и полезный напиток, который не содержит углекислого газа и сахара. Лимон богат витамином С, который поддерживает иммунитет, а мята успокаивает и улучшает пищеварение. Рецепт. Лимонно-мятная вода. Нарежь лимон и добавь несколько листьев мяты. Залей водой и дай настояться 1 час. Пей охлажденным. Пиво после работы? Лучше подумай дважды, если хочешь сохранить здоровье простаты. Пиво, вино, виски – все это может быть приятным способом расслабиться, но для простаты это настоящий стресс. Алкоголь раздражает мочевой пузырь и простату, усиливая воспаление. А еще он нарушает работу мышц, которые контролируют мочеиспускание, что может привести к задержке мочи. Почему алкоголь вызывает задержку мочи, несмотря на то, что он считается мочегонным? Алкоголь сначала действует как мочегонное, но потом вызывает спазмы мышц мочевого пузыря, что приводит к задержке мочи. Это особенно опасно для мужчин с диагнозом ДГПЖ, так как усиливает дискомфорт и позывы к мочеиспусканию. Алкоголь не только раздражает мочевой пузырь, но и усиливает воспаление простаты. Исследования показывают, что регулярное употребление алкоголя может повышать риск развития рака простаты. Например, исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, связывает чрезмерное употребление алкоголя с повышенным риском рака простаты. Знаешь, что красное вино в умеренных количествах может быть полезным благодаря содержанию ресвератрола?
Но даже его лучше заменить на безалкогольные варианты, если у тебя проблемы с простатой. Чем заменить? Безалкогольные коктейли. Например, мохито с мятой и лаймом, но без рома. Мята успокаивает, а лайм добавляет свежести. Это отличный способ насладиться вкусным напитком без вреда для здоровья. Рецепт: безалкогольный мохито. Нарежь лайм и мяту. Положи их в стакан и слегка разомни. Добавь 1 чайную ложку меда. Залей газированной водой и добавь лед. Кофе – это не просто бодрость, это еще и лишние походы в туалет. Кофе – это не просто напиток, это ритуал. Но знаешь, что делает кофе таким коварным для простаты? Кофеин. Он стимулирует не только твой мозг, но и почки, заставляя их работать на полную мощность. Это значит, что ты чаще бегаешь в туалет. А для мужчин с ДГПЖ это настоящая проблема. Почему кофеин вызывает привыкание и как это связано с симптомами ДГПЖ? Кофеин стимулирует выработку дофамина, гормона удовольствия. Это дает временный заряд энергии и улучшает настроение. Но со временем организм привыкает, и тебе нужно больше кофеина для того же эффекта. Это приводит к чрезмерному потреблению, что усиливает мочегонный эффект и ухудшает симптомы ДГПЖ. Учащенное мочеиспускание, раздражение мочевого пузыря и дискомфорт. Кофеин не только стимулирует почки, но и повышает уровень кортизола, гормона стресса. Это может негативно влиять на общее состояние здоровья, включая простату. Исследования показывают, что мужчины, употребляющие более 400 мг кофеина в день, примерно 4 чашки кофе, чаще сталкиваются с проблемами мочеиспускания. У мужчин с хроническим простатитом кофе может вызывать ночные позывы к мочеиспусканию, что нарушает сон и ухудшает общее состояние. В тяжелых случаях количество походов в туалет может достигать 10-15 раз за ночь. При аденоме простаты кофе может увеличить давление на мочевой пузырь и усилить отек предстательной железы, особенно на поздних стадиях заболевания. Это приводит к ухудшению мочеиспускания и усилению боли. Кофе также стимулирует выработку половых гормонов, что может усилить нагрузку на воспаленную простату и привести к обострению заболевания. Знаешь, что кофеин содержится не только в кофе, но и в шоколаде? Однако в шоколаде его гораздо меньше, так что пара кусочков темного шоколада в день – это безопасная альтернатива. Чем заменить? Цикорий. Это натуральный заменитель кофе, который не содержит кофеина. Цикорий богат инулином, пребиотиком, который улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника. Он имеет приятный горьковатый вкус, похожий на кофе, но не раздражает мочевой пузырь. Согласно исследованиям, исследователи из онкологического центра Андерсона изучили, у мужчин с хроническим простатитом, регулярно употребляющих кофе, риск обострений на 25% выше, чем у тех, кто воздерживается от этого напитка. Однако в случае рака простаты кофе может иметь положительный эффект. Исследования показали, что у мужчин, употребляющих кофе, риск рецидива рака простаты снижается на 12%. Рецепт: цикорий вместо кофе. Залей 1 чайную ложку молотого цикория горячей водой. Дай настояться 5 минут. Добавь немного молока или меда по вкусу.